Друзья, всем привет! Вы смотрите блог ЖД-фотографа и с вами, как всегда, Игорь Абросимов. Сегодня мы едем, угадайте куда? Правильно, в Смоленск. А откуда мы это знаем? От моего объявления в сообществе на ютубе. Обязательно подписывайтесь на канал, чтобы все сообщения приходили вам своевременно. И вы будете знать о всех моих планах. Спасибо всем, кто сдонатил на билеты. Благодаря вам эта поездка состоится. Но сначала мы с вами узнаем, в какой город я поеду в следующий раз. Он был выбран по результатам честного, прозрачного голосования среди моих подписчиков. Барышня, пожалуйста, итоговый лист. Мне не терпится узнать. Я сам впервые сейчас увижу этот лист. Да, кажется, была неудачной идеей устраивать голосование через госуслуги. Как вы думаете, с кем я поеду в Смоленск? Правильно, с автобус-мастером. Надо ему позвонить. Ты что, опять звонишь мне по автобусу? В третьем видео подряд одна и та же шутка? Да сколько можно? Я отказываюсь в этом участвовать. Все, пока. Моя прелесть. Да, как он гнется. Эй, ну что ты моросишь? Ты что, не хочешь поехать со мной в Смоленск и снять там крутые мерседесы с гармошкой, которые ты так любишь, и которые только там остались? Конечно хочу, я уже готов. Выезжаем. Друзья, доброе утро! Вот мы наконец-то и доехали до Смоленска. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и написать какой-нибудь комментарий прямо сейчас, пока я не приступил к основному сюжету. Потому что без вашей активности YouTube просто бросит этот ролик на свое самое дно, и никто его не увидит. А я для кого стараюсь? Для того, чтобы он валялся где-то на дне YouTube? Вовсе нет. Поэтому ваша активность очень важна для моего продвижения. 20.06, 52.70, 20.06. Это круто. Это маленький малыш. Ты спрашиваешь, что там за автобус? Да мы только что сняли City Rhythm 15. Это 15-метровая машина. Это волжанин, низкопольный. Из Москвы. Такие строились в 2008-2010 годах. И поступали, соответственно, в Москву. А теперь остатки былой роскоши дорабатывают здесь. Мы находимся с вами в Смоленске, на площади Жулявова, в Заднепровском районе города, близ ЖД вокзала. Туман над Днепром высокий, берег, храмы, церкви, крепостная стена. Красиво? Красиво. Да, действительно, Смоленск – красивый древний русский город. Посмотрите на это. Невозможно оторвать глаз. Душа радуется при виде этой картины, при виде этой чудесной расписной русской архитектуры. Всегда приезжая в любой город, кроме Москвы, ты видишь это, и душа радуется. А как в Смоленске заботятся о безопасности дорожного движения? Смотрите, благодаря этому забору ни один осел не выйдет на проезжую часть, и ни один странный водитель не сможет заехать на тротуар. Это просто отличное решение, которое работает во всех русских городах. Посмотрите, какая красота! Мы идем по замечательному подвесному мосту через реку Днепр. А впереди перед нами крепостная стена с проломом. Улица в ней была просто проломлена. Посмотрите на реку Днепр. В Смоленск мы приехали для того, чтобы заснять здесь местные огромные автобусы. Мерседесы с гармошкой, вот такие. А также волжанины, которые раньше работали в Москве. Но вместо всего этого нас встречают распрекрасные маршрутки, чьи попки вы видите у меня за спиной. Это типичный русский транспорт любого древнего русского города, как Смоленск. Также я спрячу для вас призовую карточку. Не выключайте видосы, досмотрите до конца.
Мы находимся с вами на Витебском шоссе, которое в аккурат разделяет два направления железной дороги. И приехали мы сюда отнюдь не ради железной дороги, ведь я автобус-мастер. И что меня сюда привело? Конечно же, автобус. А какой? А то, что мы с вами ранее видели, Волжанин Сити Ритм 15, в котором мы прокатились и доехали до этого места. И, конечно же, сфотографировали его на обратном ходу. Вот он, наш волжанин, едет. Побежали снимать. Да, нормально так получилось. Кстати, у меня на Яндекс.Дзене есть целых 2 статьи о том, какие автобусы и поезда ездили в этом месте 10 лет назад. Ссылочки будут в описании, обязательно прочитайте. Сейчас вам кажется, что я нахожусь на каком-то непонятном пустыре посреди дороги. Однако это не так. Перед вами одна из крупных остановок Смоленска, площадь Желябова. И здесь 2 трамвайных маршрута и 1,5 десятка автобусных. Однако это место больше похоже на какое-то непонятное дно. Посмотрите, здесь для пассажиров обустроена только площадка для мусорных контейнеров вместо нормального остановочного павильона. И выглядит она так, будто вы и не занимались лет 10. А здесь осуществляется посадка в трамвай. И тут нет вообще никакой инфраструктуры, ни навеса, ничего. Вот такая вот забота о пассажирах здесь, в Смоленске. Вот он, ГАЛАЗ-6228. Огромная 15-метровая машина. Такие автобусы эксплуатировались только в Москве в крайне ограниченном количестве, в, по-моему, 10 и 16 автобусных парках. И за всю историю эксплуатации я лишь раз на таком прокатился. И, честно говоря, нет никаких на нем воспоминаний и впечатлений. И я надеюсь, что именно здесь, в Смоленске, я смогу их получить, как только мы сможем на нем прокатиться. Вот он огромный, здоровый, зеленый, неизведанный и невероятный. И прокатились на ГАЛАЗе 6228. Это случилось, это свершилось, и это круто. Как я уже говорил, в Москве я всего лишь раз прокатился на таком автобусе, и он почти совершенно мне не запомнился. Ну, никак. Сейчас у меня была возможность рассмотреть его детально. Я посидел в заднем ряду, я посидел в середине салона, я оценил огромную накопительную площадку в передней части. Кстати, важный момент, автобус с переменным уровнем пола, причем с заметным. Пол салона — это низкопол с накопительной площадкой и некоторым количеством сидений в передней части автобуса. И сзади начинается такой пьедестальчик, подъем на гору и много-много-много сидений в компоновке 2.2. Не сказать, что, конечно, он какой-то бодренький, видно, что он уже так ползает все же, чем прям там рычит и рвется в бой. Но впечатление, оно интересное. Вообще, в принципе, повезло, что он вышел на линию, потому что помимо него у нас все так же мы не сняли Мерседес-гармошку. Неизвестно, где она, скорее всего, в парке, а может быть, на каком-то маршруте выйдет еще или не выйдет. Утром мы видели не гармошку, мы видели 345-й Мерседес. Но куда он уехал, неизвестно. Какой маршрут, неизвестно. Ну, что есть, то есть. Мы
находимся на улице маршала Еременко в Смоленске. Место здесь довольно оригинальное. К примеру, в Москве вы точно такого не увидите. Здесь трамвайные линии проходят практически в лесу, а с правой стороны узкая двухполосная дорога. Здесь мы снимем пару трамваев 4-го маршрута, а заодно и наш крутой ГАЛАЗ, о котором вам только что рассказал мой коллега автобус-мастер. На первый взгляд может показаться, что трамвайные пути здесь совершенно убиты. Здесь полно травы, песка и каких-то непонятных камней. Однако на самом деле вагоны здесь едут довольно гладко. Даже вагоны КТМ-8, которые запомнились нам огромными дребезжащими гробами, едут здесь относительно тихо и не раскачиваются, как бухие, из стороны в сторону. Что уж говорить про более новые вагоны, КТМ-23. Они здесь едут вообще как по маслу. Друзья, внезапно в Смоленске мы нашли европейское благоустройство. Это не что иное, как приподнятый пешеходный переход. Ну где вы такое видели? Даже в Москве такого до сих пор не построили. А в Смоленске есть. Причем не где-то там, а на улице маршала Еременко. Правда, ведет он из кустов в грязь. Посмотрите, как удобно. Я могу спокойно перейти через проезжую часть, даже не наступая ни на какие бордюры. Доступная среда во всей своей красе. Правда, я пришел в какую-то непонятную сточную канаву. Мы едем в вагоне 71608К, номер 214. Такие строились с 1988 по 1994 год. Поставлялись в основном в Москву, но и в Смоленск несколько вагонов тоже попали. Вагону почти 30 лет, однако он в довольно неплохом состоянии. У него новые плафоны, новые сиденья, и едет он, не разваливаясь на ходу. Новосибирскому трамваю следовало бы брать пример со Смоленска. Хоть вагон и гораздо старше, чем тот, в котором мы ездили по Новосибирску, он гораздо в более приличном состоянии. В Смоленске есть как вагоны 7168К, так и 7168КМ. Они незначительно отличаются формой кабины, а также конструктивной начинкой. Мы приехали на улицу Тендишева, чтобы поснимать трамваи. Дело в том, что здесь ходят все 4 маршрута, представленные в Смоленске. А также сейчас здесь хорошее, приятное осеннее освещение. Смоленский трамвай представлен вагонами КТМ-5, КТМ-8, КТМ-19, КТМ-23, а также внезапно нам попался ЛМ-99 ленинградского производства. Почти все вагоны КТМ-8 и КТМ-19 были переданы сюда из Москвы в качестве подарка, заменив собой более старые вагоны КТМ-5. Еще где-то лет 5 назад здесь было столько этих КТМ-5, что можно было от них подавиться, а сейчас их вообще не осталось. По крайней мере, мы сегодня не видели ни одного такого вагона. Большую часть КТМ-19 здесь успели перекрасить в двухцветную схему. Какие-то вагоны бело-синие, какие-то бело-оранжевые. А вот этот вагон перекрасить не успели, он так и остался в цветах московского транспорта. Ну, трамваи мы все твои сняли. А троллейбусы здесь есть? Да такие же, как везде, как в Рязани, как в Нижнем Новгороде, как в Екатеринбурге, как в Новосибирске. ЗИУ-9 и им подобные. Всякие там ВМЗ, еще бог знает что, в одном и том же кузове. А, еще бэушные низкополые из Москвы, Тролльзы Мегаполисы и БКМы 321. Ничего интересного здесь нет. Обычные российские троллейбусы, как в любом городе. Ну хорошо, с троллейбусами-то им тоже разобрались. Но где мой Мерседес с гармошкой? Да не знаю, может быть, под забор поставили неделю назад? Прямо как в Новосибирске с ЧС-2 и в Нижнем Новгороде с РВЗ-6.
Какую карточку ЖД-фотограф спрячет в Смоленске? Правильно, смоленскую Машку, сфотканную под Калугой с белорусским поездом в 2019 году. Смоленск, улица Тенишевой, дом 26, старый павильон для продажи проездных документов. Проехали. Кто найдет эту карточку, получит от меня крутой набор открыток с разными локомотивами. Желаю вам удачи, господа смоляне. Дорогие друзья, наша прогулка по Смоленску на этом подходит к концу. Что хотелось бы сказать? Прекрасный, крутой, живой город, способный посоперничать даже с Нижним Новгородом. Отличное место, чтобы приехать сюда из Москвы на денек и развеять обстановку. Живые трамваи, живые троллейбусы, живые автобусы, разнообразный модельный ряд. Правда, мы не сняли автобус, который нам так был нужен, Мерседес с гармошкой. Кстати, а что это за автобус такой? Расскажи нашей публике, пожалуйста. Немецкий автобус, построенный в Германии, высокопольный. Автобус-гармошка с задним моторным расположением двигателя в задней части, в хвостовой. Да, спасибо, все совершенно верно. Хотелось бы добавить, что еще такие автобусы работают в Пскове, но туда мы в этом году уже, наверное, не успеем съездить. Обязательно посмотрите вот эти крутые видосы. Не забывайте про призовую карточку, а также про крутые кружки с поездом Москва и с Екатеринбургом. Чтобы получить такие, напишите мне в Инстаграм. Спасибо за просмотр и до новых встреч!